Поговорим об интрадей-стратегии на платформе Lex. Ее название говорит само за себя. Стратегия предназначена для работы внутри дня для обработки различных торговых идей. Такие как пробой, где она может работать как в лонг, так и в шорт. Как поддержка, когда есть задача дождаться какого-либо теста. Или как сопротивление, когда тот же тест берется в шорт. Отсюда и вариативность создания стратегии будет различаться. Можно настроить стратегию от линии или луча. Причем как от наклонной линии, так и горизонтальной. Если линия или проекция входа в сделку находится выше текущей цены, то стратегия автоматически сформирует пресет на пробой уровня. Если ниже цены, то как поддержку. Запустить стратегию можно через инструменты рисования на TradingView, таких как линия, луч, динамическая, через инструмент Long-Short позиция или через проекции, которые можно настроить для включения по умолчанию в настройках платформы. Там же можно выбрать и другие варианты для запуска по умолчанию, от луча, линии, длинной и короткой позиции, а также тип на пробой или поддержка. Далее для удобства можно вынести иконку ID стратегии на TV-чарт. Поднимаемся чуть выше по меню и ставим галочки на нужных нам стратегиях. В частности, нужна интрадей стратегия. Возвращаемся на режим торговли, и теперь при нажатии на иконку ID у нас появляется проекция будущих ордеров стратегии. Настраиваем режим, long или short, выделяем баланс или, например, работа от риска и запускаем. Как только цена пересечет линию или триггер старта, стратегия активируется и приведет ордера в действие. Самостоятельно войдет в позицию и также сама выйдет из нее по тейку или стопу. Как и у всех стратегий на платформе Lex, по интрадей стратегии есть встроенная справка. Ее легко открыть прямо из окна настроек. Она быстро поможет разобраться в доступных опциях и способах запуска стратегии. Предлагаю рассмотреть наглядный пример работы интрадей стратегии при пробое уровня в шорт. Для начала определяем горизонтальный уровень, который хотим получить пробой. Ставим его под круглое. Немножко настраиваем через настройки. Выделяем инструмент, нажимаем иконку ID. Переключаем параметр работы в шорт. Параметр Sell ставим пересечение тренда. Делаем небольшой зазор 0,2%. Далее нам нужно настроить buy параметры, то есть наши тейки. Определяем первое сопротивление от нашего покупателя и примерно в 0,5%. Вписываем этот параметр здесь. Остальные параметры можем скорректировать уже в процессе сделки. Раздел стоп-лосс мы выставляем стоп в пределах 0,4%. Риск давайте выставим $0,5. С учетом риска в сделке будет находиться на $125. И запускаем стратегию. Наблюдаем, как цена подходит к нашему уровню, пересекает нашу линию, происходит вход в сделку, стратегия автоматом выставляет тейки, стоп также контролируется стратегией, которую мы выставили при запуске. И в целом ждем развития событий. Мы получим либо тейк, либо выход из позиции по стопу. Наблюдаем, как тейкает часть позиции. Для всех стратегий, в том числе и интрадей, мы можем добавить дополнительный стоп-лосс, который можно управлять с графика в виде горизонтальной линии либо динамической. Находим свою стратегию, нажимаем три точки, выбираем параметр «Добавить стоп-лосс». Появляется линия на графике, которую мы устанавливаем на уровне, где мы планируем отстопаться. После установки появляется значок счета на нашей линии, и эту линию можно перемещать. Доп-стоп будет применяться к новым параметрам. И по итогу мы можем наблюдать с вами, как стратегия завершает свою работу по факту пересечения ценой линии доп-стопа. Тейк-ордера убираются и позиция закрывается. На этом быстрый обзор интрадей стратегии завершен. Хорошего вам дня и до встречи.